В составе слоеного теста всего 3 ингредиента. Для нашего рецепта понадобится всего 300 грамм муки. Друзья, для приготовления слоеного теста используйте только холодную воду. Теперь муку с водой нужно просто перемешать. Друзья, всем привет! Сегодня я научу вас, как правильно, а главное вкусно приготовить слоеное тесто по настоящему швейцарскому рецепту. Слоеное тесто используется в Швейцарии в 70% случаев, и практически вся выпечка, и соленая, и сладкая, и нейтральная, готовится именно на слоеном тесте. Это и круассаны, и ушки, и слойки, и конвертики. В общем, все сейчас мы подробно с вами разберем и все я вам покажу. Конечно же, слоеное тесто можно купить и в магазине, но запомните одно, что только тесто, которое приготовлено своими руками, ему можно полностью на 1000% доверять. Раньше, когда я не был связан с булочной, для меня приготовление слоеного теста это была целая загадка и какой-то необыкновенный секрет. Как можно сделать столько слоев? Ну, конечно же, это делается в промышленных масштабах на специальных машинках, но сегодня я покажу вам, как это сделать собственноручно. Итак, погнали! В составе слоеного теста всего 3 ингредиента. Это мука, вода и соль. Вот сейчас мы возьмем муку. «25 килограмм как раз должно хватить». Шучу, конечно, для нашего рецепта понадобится всего 300 грамм муки. Теперь нам нужно подготовить 150 грамм воды. Друзья, для приготовления слоеного теста используйте только холодную воду. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в Швейцарии можно пить воду прямо из-под крана. Она очень вкусная, какая-то даже сладковатая, и мне очень нравится. Но, конечно же, традиционные швейцарцы коренные пьют воду только из бутылок, бутилированную, но мне больше нравится из-под крана. Как говорят, она здесь проходит очень много степеней очистки, полностью обезвреженная. И в Швейцарии в любом фонтане на улице вы можете также, не боясь, пить воду прямо из фонтана. Очень часто в русских рецептах, которые есть на ютубе, используют горячую воду. Всегда используйте именно холодную воду. Холодная вода делает тесто более эластичным. Это вы должны себе запомнить. Всегда используйте только холодную воду. Последний ингредиент, который нам сейчас понадобится, это соль. Соли нужно всего 10 грамм. Вот, ну буквально щепоточку. Если у вас весов домашних нету, делайте, значит, 1,5 стакана муки, полстакана воды 150 мл и 10 граммов соли. Теперь муку с водой нужно просто перемешать. Итак, у вас должна получиться вот такая заготовочка. Оно такое довольно твердое. Сейчас мы его накроем пленкой и отправим в холодильник на 1 час. Ну вот, я взял обычный целлофановый пакетик. Накрываем тесто. И относим это все в холодильник. Пока наше тесто находится в холодильнике 1 час, оно у нас там отдыхает. Это обязательно нужно делать, потому что если вы будете раскатывать тесто прямо сейчас, оно у вас начнет крошиться. А в холодильнике оно постоит, напитается влагой, чуть-чуть отдохнет, как это говорят, то есть оно расслабляется. Сейчас мы его сделали твердым, а в холодильнике оно расслабится и растает. Пока наше тесто в холодильнике, нам нужно подготовить маргарин. Вот у меня такой большой маргарин, это 1 килограмм для промышленных масштабов. Вот, но нам для нашего рецепта понадобится всего 200 грамм маргарина. Наш кусочек маргарина мы должны порезать на 2 части вот таким образом. Скоро вы поймете, почему именно так. Пока наша заготовка из теста, так сказать, отдыхает в холодильнике, маргарин тоже должен остыть до комнатной температуры. Но это как раз 30, 40, 50 минут. У нас сейчас есть с вами немного времени, чтобы посмотреть, как я работаю на профессиональной машинке и какие примерно вещи можно делать из слоеного теста. Итак, приятного просмотра! Так, ну все, наше тесто готово, оно отдохнуло. Все, теперь можно с ним работать. У нас прошел ровно час.
Сейчас мы наше тесто должны раскатать. Сначала формируем такой некий прямоугольничек из теста. Сначала руками. Таким образом мы еще раз проверяем консистенцию. Сейчас она у нас хорошая, тягучая, поэтому должно получиться очень хорошее слоеное тесто. Видите? Не распадается. Вот так вот вполне достаточно. Теперь мы наш маргарин кладем на тесто. Так. И теперь, друзья, запоминайте технологию, как нужно правильно закрывать маргарин. Закрываем, как будто это конвертик. Так, закрыли. Теперь завернули. Чуть-чуть можно раздавить его еще, расплющить. Попробуйте сделать вот такой прямоугольничек. И еще оставшиеся части теста просто накрываем сверху. Это тесто, оно очень эластичное, поэтому его можно даже вот так вот натягивать, оно не порвется. Обязательно делаем квадрат. Все, можно сказать, основа для слоеного теста у нас готова. Теперь нужно это все раскатать и потом уже делать слои. Еще раз обратите внимание, у вас должен получиться вот ровный прямоугольник, да? Если какая-то сторона у вас ушла в сторону, пожалуйста, ее раскатайте так, чтобы примерно были у вас ровные края. Сейчас поймете почему. Теперь самое главное, нужно наше тесто правильно сейчас сложить. Смотрите, вот он наш прямоугольник. Закрываем здесь примерно так. Ну, на глазок, да, смотрим. Здесь закрываем вот так. Вот, видите, почему нужно делать прямоугольник? Потому что вот здесь должны края сойтись. Ну, ничего страшного, можно натянуть. Это несущественно. И теперь дальше. Еще раз. Мы закрыли так. И теперь еще раз закрываем вот так вот. Все, у нас получилось вот такой рулетик. Сейчас наше слоеное тесто состоит из 4 слоев. 1, 2, 3 и 4. 4 слоя. Эту заготовку нам нужно будет убрать буквально на 5-7 минут в холодильник, чтобы опять же маргарин чуть-чуть отдохнул, тесто отдохнуло. И дальше будем делать еще новые слои. Также убираем наше тесто в пакетик и относим в холодильник. Все, у нас прошло 8 минут. Этого хватит для того, чтобы начать делать следующий тур. Так и называется здесь. Тесто стало еще более мягче, эластичнее. Теперь можно взять немного муки, добавить на тесто и раскатываем еще раз. Забыл сказать главную особенность. Смотрите, когда мы достали тесто, вот помните, у нас 4 слоя, да? Раскатывать нужно именно вот вдоль. То есть не в эту сторону раскатывать, а именно вот в сторону вот этих ребер. Опять стараемся сделать прямоугольничек. И самое главное, стараемся равномерно ходить, чтобы у нас везде было ровное расстояние. Одинаковое. Можно тесто перевернуть. Еще добавить чуть-чуть муки. Если заметите, что выделяется чуть-чуть маргарин, это совершенно не страшно. Он нам не помешает. Так, еще раз смотрите, значит, ровные края. Все, мы опять закрываем 1, закрываем 2 и закрываем 3. И сейчас, как вы думаете, сколько слоев у нас получилось здесь? У нас было 4. Мы раскатали. И у нас сейчас получается 16 слоев мы уже сделали. Уже 16 слоев. Всего мы будем делать 256 слоев.
Не пугайтесь, осталось раскатать всего 2 раза, и у нас получится 256 слоев. Теперь наше тесто нужно опять убрать на 5-7 минут в холодильник. Сейчас это больше делается для того, чтобы маргарин немного застыл в холодильнике, потому что сейчас мы его катали, и он уже становится таким комнатной температуры и начинает очень сильно плавиться. Так что опять убираем на 5 минуточек в холодильник. Все. Да, в Швейцарии, конечно, очень огромный плюс, что воду можно пить прямо из-под крана. Это и плюс, и очень полезно, я считаю, потому что один раз я к бабушке приехал в Ржев. Бабуль, привет, конечно, ты меня сейчас смотришь. И у нее просто шла жуткая желтая вода из-под крана. То есть я даже когда купался, то приходится в желтой воде купаться. Я думаю, что у многих, кто сейчас меня смотрит, такая же проблема. У меня дома в Рыздляном такая же ситуация очень долгое время была. Когда ты из-под крана пьешь вкуснейшую воду, это, конечно, большое счастье. Вот, видите, маргарин чуть-чуть подостыл. Сейчас уже такое холодное получается тесто, и это очень хорошо. Вот, смотрите еще раз, вот они, наши 16 слоев. Мы переворачиваем тесто вот так и раскатываем в сторону этих слоев. Добавляем немного муки. Ну все, наше тесто мы дораскатали. Опять складываем. И теперь у нас получилось аж 64 слоя. Давайте я наглядно на калькуляторе покажу вам, как считаются слои, чтобы вы на будущее тоже себе это могли отметить и знать. Смотрите. Первый раз у нас было 4 слоя. После первой обкатки у нас получилось 16. Второй раз мы 16 умножаем опять на 4, потому что мы складываем в 4 раза. Вот у нас получилось наш третий момент, третий вариант. И последний, 4-й раз мы опять умножаем на 4, и у нас получится 256 слоев. Поэтому и называется слоеное тесто. Очень много-много-много маленьких слоев. И смотрите, еще классный лайфхак. Вот мы первый раз тесто раскатали, собрали в 4 раза, да? Вы сделали, так вот пальчиком сделали 1, убрали в холодильник. Потом второй раз раскатали, собрали, 16 слоев получилось, сделали 2. То есть мы сделали с вами 2 раза. Вот сейчас, на данный момент, мы уже сделали 3-й раз. Вот я делаю пальчиком 3 раза. Это, вообще это в промышленных масштабах, вот, в булочных, когда мы работаем, это чтобы не запутаться, чтобы знать, сколько слоев ты уже сделал, потому что много очень разных вещей, да, ты делаешь 1, 2, 3, бегаешь туда-сюда, и иногда бывает такое, что, так, сколько же я раз уже сделал, и вот, чтобы не забыть, вот так вот пальчиком делайте, там, 1, 2, 3 раза, это просто вот вам такой лайфхак. Все, мы 4-й раз убираем тесто в холодильник. И будем раскатывать потом 4-й раз. Ну все, давайте наше тесто уже добьем наконец-таки. Сейчас последний 4-й разочек сделаем. И в принципе у нас все готово. Ну все, друзья, в принципе наше тесто готово. Теперь мы ставим циферку 4, чтобы уже точно знать, что мы его сделали и не забыть. А сейчас я вам хочу показать наглядно, как выглядят эти 256 слоев. Вот, посмотрите, конечно, плохо видно, но вот эти вот волокна, это все слои, которые мы с вами сегодня сделали. Надеюсь, камера хорошо передает и вам все наглядно видно. Чем интересно слоеное тесто, что каждый слой он очень тоненький, но он поднимается. И за счет этого выпечка и поднимается, да, вот за счет того, что каждый слой начинает как бы распушаться, и поэтому выпечка слоеная становится такая пышная, такая воздушная, такая как бы очень вкусная, в общем. Все, в общем, я надеюсь, вам было понятно, как приготовить слоеное тесто. Вот у нас получился такой прекрасный кусочек.
который мы будем использовать практически в каждом рецепте, который я буду вам рассказывать. Поэтому вот такое слоеное тесто должно у вас лежать каждый день в холодильнике, каждый раз. Вот. Оно, в принципе, хранится где-то неделю, вот, если в пакетике завернутое. Не стесняйтесь пересматривать это видео, чтобы запомнить все нюансы, потому что я понимаю, за один раз, наверное, сложновато. Я тоже не сразу все это вник, как это все правильно раскатывать, будут и ошибки у вас. Но не поленитесь, пересмотрите 1-2 раза, чтобы понять, как это все делается. Так что, друзья, сегодня вы научились, как делать швейцарское слоеное тесто по швейцарскому старинному рецепту. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, потому что впереди вас ждет тысячи рецептов. У меня тысячи, даже миллион рецептов, о которых я буду вам рассказывать. Так что всем удачи, хорошего настроения. Не забывайте про наш инстаграм. В инстаграме мы будем выкладывать всю выпечку, которую будем делать с вами на роликах на ютубе. Так что всем удачи, пока-пока и хорошего настроения.